Друзья, у нас сегодня рецепт такой немножко провокационного плана. Я хотел показать, ну скажем так, многие люди боятся химии, да, химии, прям страшной, ужасной химии в еде в своей, но продолжают кушать эту еду. И я считаю, ну, кому-то покажется странно мои слова, сырок дружба, плавленый сырок, любой плавленый сырок имеет в составе соли-плавители. Они так называются, соль-плавитель. Соль-плавитель обычно это фосфаты. Ну вот ничего другого не плавит молочный белок, ну то есть не делает его пластичным, да, не оставляет его пластичным. Соль-плавитель. И на мой взгляд, этих фосфатов там избыточное количество. Настолько избыточное количество, что этого фосфата вполне хватает для того, чтобы эмульгировать вот этот, там, сделать сосиски, да, по-простому говоря. Вот, поэтому мы сейчас сегодня с вами попробуем вот на ваших глазах эксперимент. Да, я ни разу до этого не делал, но наши покупатели мне говорят, ну мы тут химию не кладем, а вот кладем просто сырки, делаем сосиски. Сосиски с сырками. Вот так, собственно, и ролик сегодня назовем. Сосиски с сырками. Полностью диетические, полностью без химии. То есть я буду использовать обычную поваренную соль, мясо индейки, да, грудка индейки. Дальше сырок дружба. 4 пачечки по, сколько тут, по 100 грамм, по-моему. Да, 400 граммов. Я 400 грамм буду использовать, потому что я хочу выйти на жирность. Мне нужна жирность примерно 20%. Вот. На килограмм индейки 400 граммов сыра дружба. Там примерно 50% жирности. Как раз где-то граммов 200 я жира получу. Смесь для сарделек, наша новая смесь. Набить можем мы ее в сарделечную оболочку. Ну, я для того, чтобы побольше их получилось, ну, визуально, я набью в сосисочную оболочку. Разницы нет никакой. Ну, сарделек получилось бы, ну, примерно вот такая там длина, да, с килограмма фарша. Сосисок, ну, там, 2 таких длины, ну, не очень важно. Да, в общем, смотрите, ну, естественно, вся рецептура полная в конце ролика в описании, либо в описании к самому ролику. Здесь ничего вообще из химии нет, да, то есть только те продукты, которые вы видите, ну, можете иметь на своей кухне. Вода, соль, сырок, специи, могут быть любыми, но в моем случае мне нравится вот для сарделек. И мясо, ну, индейка, да. Все, я сейчас сделаю фарш на блендере, на кутере, набьем в оболочку и тут же сварим. Сварим в кипятке. Все просто, поехали. Повторюсь, оболочка сосисочная. Мы сейчас набиваем в оболочку. И я думаю, что мы сделаем метод 2 кипятка. То есть самый простой, элементарный метод именно для дома, самый применимый. Не нужны никакие термометры, вообще ничего не нужно, по сути. То есть набил оболочку, кинул в емкость с горячей, с кипятком. Да, кипяток тут же остынет. Прям проверено, да? Или проще еще сделайте. Набейте оболочку, положите в кастрюльку. Фарш холодный, кастрюля холодная. Заливаете кипятком сверху. 15 минут ждете, сливаете кипяток. Еще раз кипятком заливаете, еще 15 минут ждете. Все, сосиски готовы, можете кушать спокойненько, там, без всяких там страхов, что они недоварены, да? Можно давать детям. Этот способ давно уже опробован. Мы его назвали 2 кипятка. Работает, почему нет? То есть, видите, я сознательно максимально занижаю все требования, то есть там не говорю вам покупайте там термометр, не говорю вам покупать нитритную соль, делайте из того, что есть у вас под руками, да, но знайте, что в этих вещах, которые под руками, тоже есть страшная химия, про которую нам говорят по телеку, да. Думайте головой, это самое главное. Итак, как вязать сосиски
бананчиком, да, бананчиком или чем у нас там, шарфиком, как угодно. Смотрите, берем, отмеряем 2 длины сосиски, да, вот так примерно, да? Ну, примерно так. Берем вот так вот, раз, перекручиваем, раз, два, три. Дальше, вот у нас уже начало есть, да, а дальше у нас получается такой n-ный цикл, да, то есть я беру вот так, протаскиваю вот сквозь эту петлю из сосиски, да, вот так вот примерно делаю такую же длину примерно сосисочки, потом смотрите, дерг, вот, получилось, потом вот так вот раз. Так, ну что, попробуем, что получилось, да? Максимально диетические сосиски. То, что все хотят купить по телевизору, по крайней мере. Так, ну давайте я оболочку сниму сначала, да? Ага. Так, что у нас тут получилось? Так, ну посмотрите, что получилось, да? Поры, ну понятно, что на поры мы внимания не обращаем, потому что это домашние сосиски, да? Вот. Я вижу плотную текстуру, я вижу... Ну-ка, можно попробую, понюхаю? Ну, запах сыра есть. Очень диетический, мало жира. Жира хочется побольше. Жир можно ввести бы, конечно, было. Ну, так очень достойно. No. Абсолютно диетические сосиски. Индейка, сырок, ничего лишнего. Попробуйте сами. Я забегаю, так, скажем так, вперед. Я думаю, что вам понравится и вариант сосисок со сливками. Вот они гораздо сочнее. Примерно то же самое, только вместо сырка, да, сырков плавленых, там есть сливки. Много сливок, и они дают ту самую сочность, которую хочется. Ну и как итог, да, итог нашего эксперимента. То есть, в принципе, мы с вами подтвердили, да, что того количества фосфатов в плавленном сырке достаточно для эмульгации фарша, ну вот в данном случае фарш сосисок. Поэтому, повторюсь, взвешивайте источники химии страшной, которую все боятся. Эти источники химии вас окружают в обычной повседневной жизни, но вы о них не знаете, о них вам не говорят по телевизору, поэтому как бы, ну, их не существует. Да? Они существуют. Вот, собственно, наш эксперимент сегодня доказал. В общем, попробуйте сами, повторите. Но я так могу сказать, что самые вкусные сосиски из индейки я делал в каком-то из роликов со сливками. Вот отмотайте там у нас на канале, посмотрите, очень вкусно, попробуйте.